На торжественной церемонии в мемориальном зале собралось множество важных персон, чиновники, генералы, ветераны и представители прессы. День должен был стать символом чести, памяти и военного братства. Все шло строго по протоколу до тех пор, пока у входа не появились двое, один в простой черной куртке, другой в поношенной форме морской пехоты США без знаков отличия. Стивен Сигал и Джейсон Брукс. Сигала многие узнали сразу: актер, бывший шериф, мастер айкидо, известный своими неоднозначными высказываниями и эксцентричностью. Джейсон был другим, незаметным. На лице шрамы, одна рука протез. Он тихо держал поводок старого военного пса по кличке Чарли. Организаторы не нашли их в списках. Охрана посовещалась и вывела их из зала. Без шума, но решительно. Им не нашлось места на церемонии памяти, которую они сами олицетворяли. Снаружи начинался дождь. Люди в зале ничего не заметили. Камеры продолжали снимать спичи, руки тянулись к наградам, звучали имена. Но внезапно раздался глухой, сдавленный лай. Из зала выбежал служебный пес, принадлежащий одному из охранников. Он метался, рвал поводок, пока не рванул к двери. За ним один из ветеранов, затем еще один. Что-то было не так. На улице, у самого входа, Чарли старый, выслуженный пес лежал неподвижно. Его сердце остановилось. Джейсон держал его на коленях, лицо его было мокрым от дождя и слез. Стивен Сигал стоял рядом, молча. Не как актер, не как звезда. Просто как человек, который пришел поддержать друга. Когда это увидели, к ним начали выходить люди. Сначала один ветеран, потом второй. Генерал снял фуражку. Затем пошел министр обороны. Все они, кто минуту назад сидели под куполом торжественности, теперь стояли на сыром асфальте, в тишине, вокруг тела старого пса, прожившего 3 военные кампании. Фотографы опустили камеры. Люди стояли без слов. Организаторы церемонии попытались возобновить расписание, но никто не вернулся в зал. Церемония продолжилась, прямо там, на улице. С импровизированной речью, с флагом, покрывшим тело пса, с морпехом, уронившим медаль на мокрую землю, и актером, стоявшим в стороне, не требуя внимания. И это стало самой настоящей церемонией. То, что случилось дальше, потрясло всех, потому что они увидели не сценарий, не протокол, а честь. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.